Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Мой канал был открыт очень давно, но я теперь решил с вами на русском языке тоже делиться своими блюдами, то, что я делаю, или вам дать какие-нибудь идеи. У нас сейчас жара стоит здесь, в Англии, и мои дети запросили что-то холодное, как салат. И я им дал выбор, и все решили, что они хотят картофельный салат. Это простой картофельный салат, без картошки, ничего, лук, яйца, соленый огурец и также колбаса. Все эти ингредиенты я уже приготовил здесь на столе. Я сейчас быстро их порежу кубиками и помешаю майонезом, добавлю немножко перец и размешаю и поставлю в холодильник, и тогда это будет нам на ужин. Как вы знаете, рецепты салатов у всех разные, и я не придерживаюсь рецепта. Я употребляю все ингредиенты, продукты, то, что у меня дома на данный момент. Сразу же скажу, я никогда не пользуюсь перчатками резать или приготавливать еду, потому что перед тем, как приготавливать еду, я мою свои руки и я делаю для своей семьи. В Англии здесь называют таких людей old school, старая школа, потому что мои бабушки, дедушки, мои родители никогда не знали, что такое перчатки. И мы все здоровые были и здоровее тех, которые сейчас все делают с перчатками. Так что не обессудьте, пожалуйста. Я сейчас быстренько все покрышу и вам покажу, что получилось. Для этого салата я сегодня буду пользоваться, у меня уже картошка очищена, уже вареная. Я предпочитаю пользоваться уже очищенной вареной картошкой, а не картошкой бондюэль, потому что мне привкус тут не нравится. Картошка, перец молотый, черный, майонез. В Англии этот Hellmann's, который мне нравится для салата, но вы можете пользоваться любым майонезом. Колбаса порезать немножко тоже. Также у меня уже петрушка и укроп. И я уже приготовил. У меня зеленого лука не оказалось, так я простой репчатый лук, 2 яйца и соленый огурец. Я все это сейчас порежу, все сложу сюда, и когда все сделаю, я вам покажу, что получилось. Если вы спросите, почему я сидя сегодня делаю, я как-то не подумал купить длинный штатив, то, чтобы я мог поставить на пол и сделать видео как следует. Но я думаю, что в следующем видео я приобрету этот штатив, и вам легче показать, как я все это делаю. Также я забыл вам сказать, что в салат я всегда добавляю горчицу французскую, она с зернами, она дает еще специально такой привкус салата. В семье, которая здесь у меня живет в Англии, с моей стороны здесь никого нет, а с моей партнера здесь все, кто живет в Лондоне, кто по соседству с нами, они все
многонациональная семья. Вся семья разбросана по всему миру, живут и в Германии, и в Австралии, и в Америке. Семья вся смешанная, англичане, пакистанцы, Бангладеш. В основном мы дома кушаем. Когда я готовлю, то я пытаюсь готовить восточноевропейскую еду, на чем я вырос. У меня сами корни русские, украинские. Сам я родился в Эстонии и прожил в Эстонии, и получил образование в Эстонии. Но сами знаете, когда Советский Союз распался, была возможность уехать кому куда. Но перед этим границы немножко нам открылись, и тогда я помню, я на пароходе, ночном пароходе уплыл в Швецию, в Стокгольм, первый раз за границу. И я был шокирован, то, что я увидел, то, что как там люди живут. И после этого, когда я со Швеции приехал, я работал 2 года без всяких отпусков, пытался накопить больше денег. И тогда я, когда подкопил немножко денег, у меня была возможность на автобусе проездить 2 недели по Европе. Я тогда и в Германии побывал. Ну, больше я только проездом был в Варшаве, но я не уходил с автобуса. В Германии побывал, в Париже, в Амстердаме, в Брюсселе. И когда я приехал домой, после 2-недельной поездки, у меня сразу же возникла идея. Я должен что-то сделать, я еще молодой, и когда еще получится так, что Эстония поднимется, и я не хотел этого ждать, потому что года тоже бегут, и я решил что-то сделать и уехать из Эстонии в Америку. На тот момент у меня английский был плохо, разговорная речь английская, писал только так, что нас в школе учили в то время. И практически перед отъездом из Эстонии я тогда взял курсы английского языка и сам дома занимался тоже. И практически это мне помогло. И когда я в Америку прилетел, то я дома занимался самоучением тоже, что я с одной стороны у меня была книжка, с другой стороны словарь, посреди тетрадь с ручкой, так что я пытался переводить тексты. Почему я не остался в Америке? У меня была возможность остаться в Америке, но мне показалось, что очень далеко от дома, от Европы. И, честно скажу, Америка хорошая страна, если ты едешь как турист. И там, а если ты там живешь, то там тоже есть много минусов. Но я предпочел тогда вернуться в Европу и осесть здесь, в Англии. Здесь я живу уже 23 года. Первых 8 лет я прожил в Лондоне. Я работал, накопил тоже свои деньги, копил деньги, и тогда я купил свою первую квартиру в Лондоне. Практически, если кто работает, не ленится, есть возможность добиться все, что ты хочешь от жизни. У меня 2 детей, и они на русском не разговаривают. Когда я езжу в Эстонию, у меня мама русская сама, то я всегда привожу то, что дети разговаривают с ней.
И они, пока мы там гостим, то они даже за то время, что мы в Эстонии, они даже подхватывают немного русскую речь. И они немного понимают, но я всегда их должен поправлять, как правильно сказать. Скажу, я на своем канале не хочу иметь никакой политики, и не хочу обсуждать то, что творится на Украине. Но скажу одно, то, что Россия сделала, нехорошо, и я осуждаю действия России. Потому что у меня два деда, они оба погибли в Великой Отечественной войне, и они за это не погибли, то, что господин Путин решил сделать. Мне, наверное, сейчас мои двое дедушек, наверное, в гробу переворачиваются, если они это все видят. И у меня единственное одно мнение, то, что каждое государство имеет право на свое существование обязательно, без всяких, что кто-то будет диктовать им что как. Так, это вкратце было о политике, больше об этой теме я разговаривать не хочу и не буду, потому что я вам объяснил свое мнение. Кому нравится это, не нравится, но дело в том, что люди должны общаться без того, что происходит. Но я осуждаю эту проклятую войну, то, что господин Путин сделал, и чтобы он горел в аду, единственное, я ему желаю. Так, теперь колбаса. Колбаса у нас так в магазинах продается, она уже слоеная, как ветчина. Она мне для салата она не годится. Здесь есть международный магазин, она принадлежит туркам, и они привозят продукты питания польские, румынские, вся Восточная Европа. Только там я ничего из Прибалтики не нашел. Единственное, там русские пельмени продаются, но они тоже изготовлены в Германии. Эту колбасу, то, что я сейчас нарежу, она... Блин. Я даже не могу понять, откуда она сделана. Я вчера попробовал с детьми, сделали мы бутерброды вечером. И я скажу, что это первая колбаса, что мне понравилась. Живя здесь в Англии, я скажу честно, мне не хватает тех продуктов питания, на чем я вырос. И по-всякому здесь я пытаюсь компенсировать или пытаться смотреть на YouTube, получаю идеи, что как делать, и тогда готовлю дома. Я знаю, что у меня мои пацаны некоторые еду не любят, но я пытаюсь приучить их к всякой еде. Знаю, что они любят пельмени. Я пытался сделать домашние пельмени, у меня что-то не получилось. Я скажу, и я когда нашел магазин, увидел в магазине, что продаются русские пельмени, но производство Германии, я даже был этому очень рад. Итак, я сейчас решил укроп с петрушкой. Моя семья петрушку недолюбливает, но у них здесь, англичан, принято, что укроп, я говорю о укропе, не о петрушке, что укроп они добавляют только на рыбные блюда. А я привык, что мы добавляем укроп везде, и я везде добавляю. Так. И вот горчица, которую я добавляю тоже сюда, в этот салат. Сейчас я заправлю горчицей немножко, 1 чайную ложку. И начну мешать с майонезом. Как все помешаю, я вам сейчас и покажу.
Итак, салат я намешал. И я всегда пытаюсь поставить салат на пару часов в холодильник. И уже к ужину он будет пропитан и вкусно подавать на ужин. Уже в салатницу я положил. У меня такая фольга продается специальная. Как крышка. И так пойдет в холодильник. Сам попробовать тоже надо. Вкусно, очень вкусно. Также я никогда не добавляю соль, только перец и майонез, потому что майонез уже соленый, это достаточно соли там. Если кому-то надо, то всегда можете, каждый может себе добавить соль на тарелку сами. Здесь рядом у меня только магазин международный, который принадлежит турецким гражданам. И хозяин там турок, и оттуда, в общем, я покупаю некоторые продукты, то, что от Восточной Европы. Также есть магазины большие, но там выбора очень мало. Там иногда можно купить как польский кефир или ветчину, вот такое. И то, что мне нравится, соленые огурцы. Так как мама всегда делала, солила с листьями черной смородины, вот такое. Не маринованное, то, что мне нравится. Так что, если вы посмотрели, если вам нравится эта идея, попробуйте тоже. И как раз сейчас в летнюю жаркую погоду это самая прекрасная еда. Если вам понравилось мое видео, то поставьте лайк. Хотите смотреть больше видео в будущем, делайте subscribe на этот канал. Простите. И так я только вам хочу сказать, что я не придерживаюсь рецептов. Я пытаюсь готовить блюда с продуктов, то, что у меня дома. Иногда, если я на YouTube что-то смотрю, если как выпечку, то я иногда придерживаюсь рецепта. Но я сразу скажу, что я не пытаюсь украсть рецептов ни у кого. Я просто пытаюсь сделать дома своими подсобными продуктами. На этой ноте я вам скажу, желаю прекрасного дня и до новых встреч. Пока.